Добрый день, друзья! Сегодня будем печь яблочное печенье. Нежное мягкое песочное тесто и сочная яблочная начинка внутри. Начнем с начинки. 6 яблок очищаем от кожуры и удаляем сердцевину. Яблоки у меня среднего размера. Если у вас будут крупнее, то возьмите в 2 раза меньше. Натираем их на крупной терке. В сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла, растапливаем его и высыпаем яблоки. Добавляем 2-3 столовые ложки сахара, зависит от сладости ваших яблок, а также 10 грамм ванильного сахара. Перемешиваем и, постоянно помешивая, тушим яблоки до мягкости и испарения всей влаги. По времени это занимает около 15 минут. По желанию на данном этапе можно добавить пол чайной ложки корицы. Затем яблочную начинку перекладываем в тарелку и даем ей полностью остыть. А пока займемся приготовлением теста. Здесь у меня 130 мл кефира комнатной температуры. Добавляем к нему 2 столовые ложки сахара и 1 желток. Хорошо перемешиваем. В просеянную муку добавляем щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Соединяем их вместе, а затем добавляем 120 грамм холодного масла. Масло и муку перетираем руками в мелкую крошку. Затем выливаем яично-кефирную смесь в муку с маслом и замешиваем тесто. Оно буквально за минуту собирается в единый комок. Получается мягкое и очень нежное. Кладем его в пакет и убираем в холод на 15 минут. После чего холодное тесто разделяем на 2 части. Так будет намного проще и легче его раскатывать. Стол присыпаем слегка мукой и раскатываем в пласт толщиной 3-4 мм. Тоньше, чем у меня, тесто не раскатывайте, чтобы после выпечки оно осталось мягкое. Пластиковым шпателем или широким ножом подравниваем края теста. Тем временем начинка полностью остыла. Она густая и очень ароматная. Делим ее пополам и первую часть равномерным слоем распределяем по тесту. Далее аккуратно скручиваем в рулет, равняем края и разрезаем рулет на 7 частей. Очень внимательные мои зрители сейчас наверняка вспомнят похожие виды печенья, которые мы уже готовили. Это песочное печенье с прослойкой гатто, сливочное, в меру сладкое, а также песочное печенье с вареной сгущенкой и орешками. Это печенье я готовлю прям очень часто. Если вы пропустили данные рецепты, ссылки на них будут в описании под видео. Люблю, как и многие хозяйки, очень быструю, простую, но в то же время вкусную выпечку. То же самое делаем и со вторым кусочком теста. В итоге у нас получается 14 заготовок, которые мы перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Печенье можно уже ставить в духовку, но я решила смазать его смесью желтка и молока, чтобы оно приобрело красивый румяный вид. Вот теперь отправляем печенье выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Через полчаса печенье готово. Вот оно, красивое, ароматное и вкусное яблочное печенье. Достаем его из духовки,
Даем остыть и присыпаем сверху сахарной пудрой. В нем есть все: нежное мягкое воздушное тесто, сочная яблочная начинка и безумный аромат. Ничто так не согревает холодным осенним вечером, как ароматный чай с домашней выпечкой. Поэтому готовьте и радуйте близких как можно чаще. Ну а текстовый вариант рецепта с пошаговыми фото можно почитать на моем канале Яндекс.Дзен «Это просто». Ссылку, как обычно, я оставлю внизу под видео. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на мой канал. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».